Значит, сижу я такой, никого не трогаю, и тут бац, Warface в Стиме. Как? Когда? Почему? Неизвестно, но по части «когда» ответ «давно». Ну вот, собственно, я и подумал, почему бы не сделать видос о том, как играется Warface в 2021. И да, я играл в Warface еще до того, как он вышел в Стиме. И вы прямо сейчас можете найти мой старый профиль, который не стимовский, с ником, подобным моему каналу, но только кириллицей. Ежели угодно, ищите и проверяйте. Ну а я пока выберу себе уродца по вкусу, придумаю себе брутальнейший классный ник и, собственно, начнем погружение. Хлебнем говна. Начнем с первого, что бросается в глаза, с графики. Она стала лучше, по крайней мере по сравнению с тем, что было год назад. Но подождите, в этом аспекте есть свои подводные камни. Дело в том, что к улучшению графики подошли довольно-таки избирательно. То есть некоторые объекты выглядят нормально, а некоторые, кажется, будто их вовсе не меняли с года выхода игры. Подробнее об этом поговорим уже в следующих пунктах, к которым мы прямо сейчас и перейдем. В игре существует два основных, так сказать, направления геймплея. Это PvE и PvP. Причем популярны они примерно в равной степени. Так вот, как в PvE, так и в PvP присутствует свой набор карт. И чем карта старше, тем хуже она сделана. Нет, на самом деле все логично. Старый контент проработан хуже нового. Странно, если было бы наоборот. Но просто за все время существования Warface можно было бы как-то подсуетиться. И хотя бы подтянуть качество текстуры на некоторых картах. Фиг с ним даже качество некоторых текстур на некоторых картах. Касательно же самих PvE и PvP режимов, скажу следующее. Если не брать в расчет старые операции и их плохие текстуры, то PvE даже хочется похвалить. Тут есть сюжет и в принципе играть в это интересно. Противники, разумеется, особо интеллектом не блещут, но зато их имеется несколько разных типов, каждый из которых пытается вести себя по-своему. Кстати, лично мне больше всего понравились спецоперации, связанные с зомбарями, ибо это весело, атмосферно и маскирует некоторые проблемы игры. Но о них чуть позже. Давайте уж идти по порядку. И на очереди сейчас PvP режим. И здесь все печально, в сравнении с PvE уж точно. Карты зачастую маленькие, а игроки либо просто пытаются задавить друг друга на спавнах, либо пытаются вести сражение за ключевую точку на карте, с которой можно кемперить. Третьего же варианта развития событий зачастую не дано. А вот сейчас как раз таки давайте поговорим о том, почему. По крайней мере, о возможной причине почему. Итак, дело в том, что Warface похож на мобильную гринделку, по совместительству донатную помойку, где вы должны прокачивать свой левел, открывать новый шмот, соответственно фармить денежки в матчах на этот самый новый шмот, приобретать его и доминировать над теми, кто этот самый шмот не приобрел. Пока не приобрел, в силу того, что просто не докачался. Помню, играл я одно время тоже в шутер, но на мобилке, вот такого вот типа. Правда, потом эти идеи гринда скатились в донатную помойку, об элементах которой уже в Warface и пойдет дальнейший разговор. Суть в чем? Да, вы можете качаться и приобретать себе новый шмот. Но не только шмот, а также пушки, разумеется. Но фишка в том, что самые крутые пушки продаются в магазине за валюту иного вида. И эта валюта, разумеется, донатная. Ну и, в общем-то, это и может быть одной из причин, почему все стремятся кемперить. Потому как сражаться в открытую против противника, у которого классный броник, а также волына, которая тебя попросту ваншотит, довольно тяжело. А чего вы ждали? Условно-бесплатная игра. Хотя нет, постойте. Оказывается, можно монетизировать игру не хуже и при этом не делать pay to win. Привет, Valorant. Но, видать, в то время, когда разрабатывался Warface, никто особо не задумывался о том, что кто-то готов платить просто за скины. Стоп, а это что? Скины в Warface? А, вот оно что. Видать, им настолько мало денег, что они готовы монетизировать игру любыми способами. Странно, что перед началом катки не идет какая-нибудь реклама. Почему бы и этого не добавить? А что, хуже уже не будет? Хотя подождите, Pay to Win это все же не худшее, что есть в игре. Мы ж с вами еще не обсудили сам процесс геймплея непосредственно. Что ж, давайте наверстывать. И начнем с самого сладкого. Стрельба. Она здесь плохая. Просто плохая. Не буду уж разбрасываться эпитетами на вроде «отвратительно», «ужасно», потому что это не так. Именно плохо.
Почему плохо? Да потому что все звуки оружия старые. Персонаж до сих пор каждый раз передергивает затвор при перезарядке, хотя на дворе уже не 2007. Оружие в целом ощущается не очень хорошо, даже в сравнении с некоторыми мобильными играми. В общем, основная проблема стрельбы это то, что она попросту устарела. Но опять же повторюсь, это не ужасно. Стрельба здесь вполне себе функциональна. Она, скажем так, справляется со своей задачей. Но в сравнении с конкурентами, опять же, все не очень радужно. А вот что в игре не функционально, так это звук. Позиционирование попросту отсутствует, по крайней мере опять же в сравнении с конкурентами. А спешу заметить, как я всегда и говорю, звук в шутере это важно. Не менее важно, чем сам процесс ведения огня. И в Warface с тем и с этим не особо хорошо. По поводу механик подсаживания и проедуськая задницей по земле, мне особо сказать нечего. В целом с этим ситуация особо не поменялась. Подсаживать друг друга до сих пор никто не торопится, а вспахивают жопой землю регулярно и зачастую не впопад. Ну и в целом это все, что я хотел сказать по поводу самой игры. Давайте переходить к выводам. И сегодняшний вывод следующий. На данный момент Warface, кажется, пытается становиться лучше, но пока у него это не особо получается. И ныне он до сих пор остается даже не одним из лучших фри-то-плей шутеров. Тот же Enlisted или, упаси господи, Калибр не хуже и зачастую даже лучше. Посему по итогу играется Warface плохо. Не, ну как бы играется, как бы фанаты есть, как бы денежки приносит, да. Но начинать играть в это я вам не советую. Есть куча проектов куда лучше. А обзоры на них уже есть или же появятся в будущем здесь же, на этом канале. Посему не ленитесь поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось. А также можете подписаться, ну или просто глянуть другие мои ролики. В любом случае, спасибо за уделенное время. Желаю удачи, надеюсь еще увидимся. Пока.